Всем привет! Сегодня будем производить регулировку клапанов на вот таком вот скутере Yamaha Jog AY01. Это будет также актуально для таких скутеров, как Honda Tact AF7579, Honda Dunk и другие скутера, которые имеют маркировку двигателя AF74E. Чтобы нам было удобно регулировать клапана, а именно был у нас хороший доступ к головке цилиндра, нам нужно разобрать скутер примерно до вот такого вот состояния. То есть нам нужно будет снять крышку вариатора, чтобы можно было прокрутить коленвал и выставить метки. Затем нам нужно полностью будет снять весь пластик, сиденье и пол. Значит, поэтапно. Сиденье мы снимаем, оно у нас крепится на 4 болта под головку на 10. То есть сиденье мы сняли. Затем мы снимаем полностью хвост. Он у нас крепится на 3 винтах здесь. То есть один винт. Раз, два, три. После этого мы снимаем 2 клипсы, которые у нас крепятся вот на таких вот ушах. После этого нам нужно будет с креплений, с вот этих вот выступов, подцепить пластик, снять, и также со второй стороны. И после этого мы с вот таких вот направляющих сзади поддеваем весь пластик, немножко приподнимаем его вверх и отсоединяем вот эту вот фишку, которая идет у нас на стоп-сигнал и поворот. Все, полностью снимается у нас весь пластик. Ну и после этого снимаем пол. Пол у нас крепится здесь на 4 болтах под ключ на 10. И получается еще 2 винта. Один вот здесь и точно такой же со второй стороны. И все. И у нас спокойно пол отъезжает назад. И мы его приподнимаем и убираем. В общем-то все просто на самом деле. Быстро делается. И теперь у нас полностью имеется доступ и к бензобаку, к бензонасосу, к двигателю, к головке и ко всему остальному. Регулировка клапанов производится на холодный двигатель. Двигатель уже остыл. И нам, чтобы снять клапанную крышку, нужно будет открутить 1, 2, 3, 4 и вот здесь вот 5. 5 болтов под ключ на 10. Ну, еще нужно будет скинуть шлангочку сапуна. Болты все одинаковые, но один покороче, который крепит у нас вот этот вот трос. После этого подстилаем какую-либо тряпку, чтобы масло у нас там, если будет, не натекло на днище скутера. Как-то вот так. Ну и снимаем крышку.
Для регулировки клапанов нам нужно совместить вот эту вот стрелочку с буковкой Т на роторе генератора. Для этого проворачиваем коленвал, пока у нас метки не совпадут. Здесь плохо видно, так как сам магнит у нас покрыт ржавчиной, но сейчас выставлена метка Т и возле нее стрелочка, то есть все у нас совпадает. После того, как совместили метки, проверяем, зажаты клапана или нет. В данном случае у нас все отлично, клапана не зажаты. Бывает такое, что вроде бы совместили метки правильно, но клапана зажаты. Ничего страшного, это просто у нас идет перекрытие клапанов, и вам нужно всего-навсего провернуть коленвал на 360 градусов, то есть сделать полный оборот и опять совместить метку. И тогда у вас будут клапана в том положении, в котором нужно для регулировки. По заводу зазоры клапанов на впуске 0,14, на выпуске 0,26. Погрешность 0,02 мм. То есть либо в меньшую, либо в большую сторону. Берем щуп 0,15 и проверяем впуск. Свободно проходит. Теперь проверяем выпуск. Так, 0,25. 0,25 свободно. Немножко подрегулируем, сделаем плотный 0,15 на впуске и на выпуске 0,25. Итак, откручиваем контргайку. Берем щуп на 0,15. Так. Так, немножко подожмем и проверим. Клапана я уже отрегулировал. И еще такой момент. После регулировки также проверьте, какие зазоры, потому что бывает, когда затягиваете контргайку, может провернуться вот этот вот штифтик, который давит на клапан. Тем самым зазор может уйти. Итак, скутер полностью собрал. И теперь заведем, проверим, как работает двигатель. Ну вот и все. Регулировка клапанов завершена. Двигатель стал работать более плавно, тихо. Поэтому, кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.